тропических лесах Центральной Африки зарегистрированы случаи, когда неизвестные существа обезглавливают бабуинов. Исследования, проведенные в 2020 году, показали, что это не единичные происшествия. Их количество увеличивалось с каждым месяцем. Группа ученых из университета Билла Броуна, изучая поведение обезьян, столкнулась с мистической частью этой проблемы. Множество бабуинов внезапно пропадали, а их головы находили на земле, окруженные странными следами. Экспедиция, состоящая из 10 биологов и зоологов, отправилась в сердце джунглей, чтобы выяснить причины этого необычного феномена. Выяснилось, что местные жители давно рассказывают мифы о духах, которые охотятся на бабуинов и собирают их головы как трофеи. Они называли этих существ аэри, что в их языке означает «душитель». Предания рассказывают о быстром, почти незаметном существе, способном ускользнуть от любой опасности и оставляющем за собой лишь жертву. Во время первой ночевки в джунглях исследователи заметили, что вокруг становилось необычайно тихо. Характерные звуки природы пропали, а мрак сгущался. На следующий день команда обнаружила 2 обезглавленные туши бабуинов у реки, следы которых вели вглубь леса. Поразительно, но рядом не оказалось ни зверей, ни каких-либо других следов, которые могли бы указать на нападающее существо. Исследователи начали собирать улики, используя видеокамеры, установленные по всей территории, и специальные ловушки для фиксации движения. Они хотят на основании собранных данных определить, что же именно делает это таинственное существо. На 3-й день в ловушку попала небольшая ящерица, но в это же время камера зафиксировала нечто странное. Тень быстро промчалась мимо, оставив только легкий трепет в воздухе. Запись шокировала ученых, так как ни одно известное животное не обладает такой скоростью и грацией. С каждым днем число жертв росло, а тревога внутри команды возрастала. Ученые начали замечать необычные звуки, нечто похожее на шипение и треск, которые раздавались из глубины леса. Они анализировали записи, пытаясь сопоставить услышанное с дикими животными, но не находили аналогий. К тому же местные жители стали избегать леса, считая его проклятым. Вскоре исследователи пришли к выводу, что существо, ответственное за нападение, значительно умнее обычных хищников. Оно не просто охотилось на бабуинов, оно действовало с холодной расчетливостью, выбирая своих жертв и оставляя за собой следы, которые были непонятны даже самым опытным биологам. Каждое утро команда изучала следы и находила все новые жертвы, но о том, что именно их убивало, не было никакой информации. Неизвестность окутывала участников экспедиции, и с каждым днем их присутствие в лесу становилось все более опасным. Каждая ночь приносила новые страхи, и они начали понимать, что на их пути стоят не только дикие звери, но и нечто гораздо более зловещее. Словно кто-то наблюдал за ними из тени, готовый напасть в любой момент. Команда исследователей решилась на ряд встреч с местными племенами, чтобы узнать больше о древних мифах и легендах, связанных с обезглавливанием бабуинов. В одной из деревень старейшина с глубокими морщинами на лице и проницательными глазами начал рассказывать о духе Аэри, который, по их верованиям, существовал уже 1000 лет. Он охранял лес и наказывал тех, кто нарушал его покой. Старейшина утверждал, что Аэри забирает головы бабуинов как доказательство своей силы и власти, а также для сбора знаний о мире людей. Изучая глубже, исследователи обнаружили, что в окрестностях леса находились древние пещеры с наскальными рисунками. Эти рисунки изображали сцены, на которых дух в форме человека с резкими чертами лица удерживает в руках головы различных животных, включая бабуинов. В одной из пещер они нашли артефакт — каменный амулет с изображением Аэри. Ученые собрали образцы для анализа, надеясь выяснить, как этот артефакт мог быть связан с недавними событиями. Тем временем, на следующее утро после разговора с племенем, исследователи решили проверить свои ловушки. На этот раз они обнаружили необычный улов, несуществующий ранее вид ящерицы с яркой окраской и необычной формой тела. Ящерица, судя по всему, была ядовитой, и они записали ее характеристики для дальнейшего изучения. Однако нечто странное произошло в тот вечер. Вокруг лагеря начались странные звуки, которые не прекращались всю ночь. Ученые слышали шипение и треск, словно кто-то следил за ними. Внезапно одна из камер, установленная для наблюдения, зафиксировала движение. Тень быстро промчалась мимо, оставив за собой лишь легкий трепет в воздухе.
На следующий день исследователи решили вернуться к племени и узнать больше о мифах. Они нашли старейшину, который рассказал, что в последние дни дух Аэри проявляется чаще, чем обычно. Местные жители утверждали, что в последнее время стали замечать, как бабуины начинают вести себя странно. Они избегали водоемов и старались не оставаться одними. Эта информация вызвала еще большее беспокойство у исследователей. В один из вечеров, когда темнота окутала лес, команда решила провести ночное наблюдение. Они разложили палатки и расставили камеры, надеясь запечатлеть существо. Ночью лес наполнился звуками, и вскоре все участники экспедиции замерли в ожидании. Внезапно из-за деревьев раздался резкий крик бабуина. Все насторожились, и сердце каждого застыло от страха. Они быстро направились в ту сторону, откуда раздался звук, и вскоре наткнулись на место, где обезьяна, словно одержимая, металась из стороны в сторону, ища укрытия. Команда была поражена. Бабуин, казалось, был в ужасе от чего-то невидимого. Исследователи могли лишь догадываться, что это могло быть — присутствие Аэри или нечто другое, но было очевидно одно — лес скрывал тайны, которые требовали немедленного раскрытия. Понимая, что время не на их стороне, они начали планировать более глубокое погружение в джунгли, чтобы найти ответ на этот загадочный вопрос. На следующее утро команда решила углубиться в лес на несколько миль, чтобы исследовать труднопроходимые участки, где, по их мнению, могли обитать неизвестные существа. Вскоре они наткнулись на небольшую поляну, где растительность казалась необычно буйной. В воздухе витал сладковатый запах, который привлек их внимание. Исследователи начали осматриваться и вскоре заметили странные цветы, которых они никогда раньше не видели. Эти растения имели яркие контрастные оттенки и, казалось, выделяли флуоресцентный свет в тени. Изучив цветы, ученые заметили, что они привлекали различных насекомых, которые, в свою очередь, были необычно крупными и агрессивными. Один из биологов, доктор Эмили Хан, решилась собрать образцы, но буквально в момент, когда она наклонилась, порой уже вблизи к цветам, из кустов выскочило существо. Это было небольшое, но быстрое, покрытое мехом создание, напоминающее смесь между ящерицей и приматом. Его глаза сверкали в свете, а в руках находился острый камень. Существо бросилось на доктора Хан, но в последний момент она успела отскочить в сторону. Команда была в шоке, когда заметила, что в руках создания уже находилась голова одного из крупных насекомых, и оно с неимоверной ловкостью отрезало ее, как будто это было обычным делом. Ученые понимали, что столкнулись с чем-то более сложным, чем предполагали. Это существо явно обладало умением охотиться и использовать инструменты. После этого инцидента команда решила зафиксировать все наблюдения и поймать существо для изучения. Они установили ловушки с приманками, надеясь вернуть его обратно. В течение нескольких дней следили за полянкой, но ничего не удавалось поймать. Вместо этого они начали находить следы еще более странных созданий. Большие, глубокие отпечатки, которые указывали на присутствие крупных существ размером с медведя. Эти существа оставляли за собой разоренные участки леса, где были разбросаны остатки бабуинов. С каждым днем напряжение внутри команды нарастало. Ученые начали бояться выходить в лес, особенно после того, как один из членов группы пропал без вести. Он ушел на ночное наблюдение и не вернулся. Поиски в темноте не увенчались успехом, но вскоре наутро был найден его рюкзак, порванный и забрызганный кровью. Это привело к панике и обсуждению, стоит ли продолжать экспедицию или возвращаться. Наконец, большинство исследователей согласились, что они наткнулись на нечто угрожающее и что они не могут уйти, пока не выяснят правду. Эту тайну нужно было разгадать, однако страх за собственную жизнь стал неотъемлемой частью их путешествия. Доктор Хан предложила провести разведку в группе, чтобы разделиться на две команды и исследовать лес более эффективно, но члены группы начали сомневаться в безопасности. Раскол в команде становился все более явным. Некоторые члены паниковали и хотели покинуть лес. В это время из глухих мест, наполненных тишиной, снова раздались жуткие звуки, шипение и треск, предвещая, что ночные охотники вновь вышли на тропу. В воздухе витал запах страха, смешанный с ароматами экзотических растений, и исследователи понимали, что оказались перед лицом настоящего безумия. Под покровом густых деревьев тропического леса царила зловещая тишина. Исследователи разделились на две команды и двигались по заранее намеченным маршрутам с настороженностью. Доктор Хан и ее группа направлялись к участку, где ранее заметили необычные цветы.
Каждый звук, доносящийся из листвы, вызывал страх. Они знали, что лес полон неожиданных угроз. Команда заметила, что привычные яркие птицы исчезли, а на их месте появились странные существа с острыми зубами, способные легко разорвать жертву. В воздухе витал напряженный запах, а окружающая среда излучала агрессивную атмосферу. Доктор Хан обратила внимание на огромные деревья, обвивающие лианы, которые, казалось, шевелились, словно живые. Исследователи продолжали двигаться, внимательно следя за каждым шагом. На одном из поворотов тропы они наткнулись на большое дерево, окруженное странными остатками. Головы бабуинов были аккуратно сложены в круге вокруг ствола. Ученые замерли в ужасе и начали записывать свои наблюдения. Каждый фрагмент останков становился частью неразгаданной загадки, и они догадывались, что Аэри использует эти трофеи в своих ритуалах. Страх охватил исследователей, когда они осознали, что столкнулись с чем-то гораздо более зловещим. Внезапно воздух разорвал треск. Исследователи обернулись и увидели одно из существ, ранее замеченное только мельком. Оно напоминало гибрида ящерицы и обезьяны с длинными конечностями и острыми когтями. Существо остановилось и уставилось на команду, словно оценивало их. Ученые начали медленно отступать, но позади послышался треск. Другая группа существ, значительно больше и более агрессивных, прорвалась из зарослей. Паника охватила команду. Ученые бросились к ближайшему дереву, но одно из существ стремительно прыгнуло, пытаясь схватить одного из членов команды. Крики раздавались повсюду, когда участники группы начали разбегаться. Доктор Хан, понимая, что необходимо собраться, попыталась организовать участников, но каждый момент разрывал их на части. Неопознанные существа стремительно приближались, а скорость и находчивость исследователей помогали им избегать захвата. Они сбились в группу и начали бросать в нападающих палки и камни, кричать и пытаться отогнать их. Этот хаос привел к тому, что связь с другой частью команды потерялась. Страх окутал их, когда некоторые члены команды падали и не поднимались. Собравшись, доктор Хан и оставшиеся исследователи начали двигаться в сторону лагеря, надеясь найти безопасность. Лес стал более опасным, чем когда-либо. На их глазах происходили необъяснимые события. Мирный лес, который они ожидали исследовать, превратился в поле боя, где жизнь и смерть находились на грани. Каждый шаг вперед обострял осознание, что тайна Аэри была гораздо более сложной и опасной, чем они могли представить. Лес хранил свои секреты, и исследователи понимали, что им придется найти способ выжить среди его жестоких обитателей. Лагерь был охвачен паникой. Команда собиралась на экстренное собрание, чтобы обсудить дальнейшие действия. Исследователи понимали, что методы охоты, используемые Аэри, требуют тщательного анализа, чтобы выжить и раскрыть тайну. Доктор Хан предложила проанализировать поведение бабуинов, чтобы понять, как они становятся жертвами. Она вспомнила, что местные жители рассказывали о том, как бабуины начинают вести себя странно, когда чувствуют угрозу. Это наблюдение могло оказаться ключом к пониманию, как действовать дальше. На следующее утро команда решила исследовать близлежащую местность, где были найдены головы бабуинов. Они наткнулись на свежие следы, оставленные необъяснимыми существами. Следы уводили их к высокому обрыву, покрытому густыми деревьями. По мере приближения к обрыву исследователи заметили следы, пересекавшие тропу, и остановились, чтобы зафиксировать улики. Вдруг раздался резкий звук, и из деревьев посыпались опавшие листья, словно кто-то спрыгнул вниз. Команда затаила дыхание, когда из-за деревьев вышло одно из существ. Это существо было больше и имело удивительно мощные конечности. Оно внимательно осматривало подходящую территорию, а затем, словно почувствовав присутствие исследователей, резко обернулось в их сторону. Доктор Хан успела запечатлеть его на камеру, и в этот момент она заметила, что на лапах существа были остатки шерсти бабуина. Это открытие привело к новому пониманию. Существо, вероятно, использовало запутанные тропы и высокие деревья, чтобы подкрадываться к бабуинам и захватывать их. Ученые начали составлять план, как можно использовать эту информацию в свою пользу. Вскоре после этого они обнаружили место, где бабуины собирались у водоема. Это место стало целью их следующей операции. Доктор Хан предложила использовать приманки, чтобы отвлечь внимание существ. Они собрали плоды, характерные для кормления бабуинов, и разместили их в безопасном расстоянии от лагеря. В то же время команда установила скрытые камеры, чтобы следить за тем, как реагируют бабуины и нападатели. Наблюдая за процессом, исследователи заметили, что бабуины стали более осторожными, собираясь в группы и не подходя к воде.
Они взвешивали свои действия, как будто осознавали, что подстерегает опасность. Вскоре команда заметила, как одно из существ обошло приманку и начало подкрадываться к бабуинам с фланга. Ученые замерли в ожидании, наблюдая за тем, как это существо использует окружающую среду. Оно прыгало с ветки на ветку, оставаясь незамеченным. В этот момент стало очевидно, что многие из существ адаптировались к охоте и использовали стратегию засады. Затем стало видно, как несколько бабуинов начали действовать более агрессивно, отгоняя своих соперников от водоема, чтобы получить доступ к приманке. Это создало разлад в их стае. Исследователи поняли, что дезориентация среди бабуинов могла быть результатом постоянного стресса, вызванного охотой аэри. Внезапно их внимание привлекла новая тень. Одно из существ, заметив толпу, бросилось к бабуинам. Команда наблюдала, затаив дыхание, как существо схватило одну из бабуинов. Крики раздавались в воздухе. Бабуины начали паниковать и разбежались в разные стороны. Исследователи почувствовали, что ситуация вышла из-под контроля. Это явилось сигналом, что необходимо действовать. Они решили вмешаться и попытаться спугнуть нападающего, чтобы спасти оставшихся бабуинов. Бросившись в сторону, они начали кричать и бросать камни, чтобы отвлечь внимание. Успех оказался частью их плана, но команда понимала, что они столкнулись с чем-то гораздо более опасным, чем ожидали. Методы охоты этих существ были практичны и эффективны, и сейчас они становились все более осознанными в своих действиях. С каждой минутой исследователи осознавали, что их время истекает, а лес продолжал хранить свои тайны. Исследователи, заметив, что их вмешательство привело к кратковременному успеху, решили продолжить наблюдение за существами. Они установили дополнительные камеры вдоль троп и вокруг мест, где часто появлялись бабуины. Доктор Хан и ее команда вернулись в лагерь, чтобы обсудить свои находки и проанализировать собранные данные. На экране монитора мелькали кадры. Камера зафиксировала, как одно из существ, ранее наблюдаемое, вяло плескалось в воде, словно наслаждаясь ею, прежде чем снова скрыться в густых подлесках. По мере анализа записей команда заметила, что повадки существ становились все более странными. Они обнаружили, что некоторые из них, несмотря на свою агрессивность, демонстрировали неожиданные формы поведения, включая взаимодействие друг с другом. Существо, которое они ранее видели в одиночестве, теперь часто появлялось в компании других. Они общались между собой с помощью шипения и коротких криков, создавая впечатление, что у них развивалась своя собственная социальная структура. Доктор Хан предложила провести эксперименты, чтобы понять, как именно эти существа охотятся. Команда начала собирать образцы пищи и устанавливать приманки в разных точках леса. В одной из ловушек они обнаружили нечто необычное — окровавленную шкуру бабуина, но рядом с ней находились странные следы. Эти следы напоминали отпечатки, которые оставляют ящерицы, но были значительно больше. Ученые начали подозревать, что есть несколько видов существ, которые охотятся на бабуинов, и каждый из них использует свои уникальные методы. Вскоре они засекли группу существ, которые, казалось, работали вместе. Одно из них, наиболее крупное, привлекло внимание других, выполняя роль приманки. Оно привлекало внимание бабуинов, издавая звуки, напоминающие крики, и позволяло другим существам подкрадываться с фланга. Команда наблюдала, как эти создания использовали тактику групповой охоты, что вызывало у них настоящий шок. Исследователи понимали, что их выводы открывают совершенно новые горизонты для понимания биологии этих существ. Но с каждой минутой, которую они проводили в лесу, нарастала тревога. Неожиданно с южной стороны леса раздался громкий треск, и из кустов на них наткнулась группа существ. Они были больше, чем те, что они наблюдали ранее, и обладали мускулистыми конечностями. Эти создания начали быстро продвигаться к лагерю, и команда поняла, что их время истекает. Пытаясь сохранить спокойствие, доктор Хан собрала группу и предложила отступить глубже в лес, чтобы избежать столкновения. Они начали двигаться дальше вглубь джунглей, но вскоре заметили, что каждая тропа, по которой они шли, казалась все более запутанной и неблагоприятной. Страх и паника росли, когда они поняли, что заблудились. На одном из поворотов они наткнулись на старую заброшенную деревню. Ученые обследовали ее, надеясь найти зацепки для исследования. Именно там они обнаружили следы существ, которые вели вглубь деревни. Внутри одной из разрушенных хижин они нашли странные артефакты и изображения, похожие на те, что они видели в пещерных рисунках.
Эти свидетельства указывали на то, что древние обитатели этой земли уже сталкивались с угрозой, которую представляли эти существа. Исследователи понимали, что они стояли на грани разгадки тайны, но также осознавали, что опасность все еще подстерегает их. Желание узнать, как именно существовали эти существа, стало таким же сильным, как и желание выжить. В этот момент они решили, что необходимо найти способ объединить свои усилия, чтобы не только разгадать загадку, но и выжить в этом зловещем лесу. Собравшись в заброшенной деревне, команда решила использовать собранные артефакты для создания стратегии, которая могла бы помочь им выжить. Доктор Хан изучала древние рисунки на стенах, которые изображали сцену, где местные жители пытались защитить себя от существ, схожих с теми, что они видели. На рисунках были изображены ритуалы, направленные на успокоение духов леса, и жертвы, которые приносили в надежде избежать гнева Аэри. Это открытие заставило ученых задуматься о том, что они могли бы использовать эту информацию, чтобы отвлечь внимание существ от себя. Тем не менее, они не успели долго размышлять. Внезапно в деревне раздался глухой звук, и земля под ними задрожала. Команда выбежала наружу и увидела, как группа существ приближается к ним с невероятной скоростью. Они были накачаны мускулами с острыми зубами, и в их глазах горел голод. Существа использовали свое умение охотиться с координированностью, которая наводила ужас на исследователей. Доктор Хан быстро скомандовала группе разбежаться в разные стороны, чтобы запутать нападающих. Она поняла, что разобщение команды может дать им шанс. Некоторые члены группы побежали к старым хижинам, надеясь найти там укрытие, в то время как другие стремительно направились к лесу. В панике и хаосе исследователи начали бросать в нападающих камни и ветки, но это лишь привлекло внимание существ, которые уже начали нападение. Когда доктор Хан оглянулась, она обнаружила, что ее команда разделилась, и вскоре на ее глазах одно из существ схватило одного из ученых. Крики раздавались, и доктор Хан, осознав, что время уходит, приняла решение. Она вспомнила о ритуале, изображенном на стенах, и, найдя поблизости местные растения, начала создавать смесь, которую, по ее мнению, можно было бы использовать в качестве приманки. Собрав несколько ярких цветов и смешав их с другими растениями, она приготовила зелье, которое, как считалось, могло успокоить духов. В это время один из исследователей, понимая, что группа теряет надежду, вернулся к захваченному товарищу и попытался освободить его. Он бросил камень в существо, которое держало его, но всего лишь разозлил его, и существо обернулось к нему с угрожающим взглядом. Доктор Хан, теперь полной решимости, выбежала на поляну, держа в руках зелье. Она закричала, чтобы привлечь внимание существ. «Я знаю, что вы хотите! Позвольте нам уйти, и я отдам вам это!» — крикнула она, выставляя зелье. Существа остановились, их острые зубы сверкали в свете, а глаза сфокусировались на докторе. Внезапно подул ветер, и запах смеси разнесся по лесу. Существо, удерживающее ученого, на мгновение замерло, затем сделало шаг назад, похоже, замешкавшись. Это дало остальным членам команды время, чтобы осознать, что они могут использовать эту возможность. Они начали подходить к доктору Хан, собираясь вокруг ее, ободряя друг друга. В этот момент одно из существ, похоже, проявило интерес к зелью и, сделав шаг вперед, принюхалось к нему. То, что произошло дальше, было невообразимым. Остальные существа начали отходить, словно осознавая, что их поведение было неправильно. Словно под действием магии они начали отступать, оставляя пространство для исследований. Доктор Хан, не веря своим глазам, почувствовала, как нарастающее напряжение в воздухе начинает ослабевать. Ее команда воспользовалась этим моментом, чтобы вырваться из лап смерти. Они бросились в лес, следуя за доктором, которая продолжала держать зелье перед собой. Но в тот момент, когда они начали уходить, доктор Хан ощутила на себе взгляд одного из существ. Оно не отступало, а продолжало наблюдать, как будто осознавая, что эти исследователи не просто жертвы, а нечто большее. В этот миг осознание, что они столкнулись не с обычными хищниками, а с существами, обладающими осознанием и интеллектом, наполнило ее страхом. Они понимали, что тайна Аэри была гораздо глубже, чем представлялось, и что в этом лесу скрываются не только хищники, но и силы, которые могут изменить их мир навсегда. На бегу, оставляя позади дрожащие тени существ, команда продолжала двигаться вглубь леса. Доктор Хан вела группу, держа в руках зелье, которое помогло им избежать неминуемой гибели. Они понимали, что времени на отдых нет, и не знали, как долго существа будут в состоянии успокоения. Напряжение возрастало.
На ходу команда начала обсуждать произошедшее. Как в этом лесу могли обитать существа с стратегиями охоты и социальной структурой? Почему они проявляли агрессию? Доктор Хан вспомнила мифы о духах леса и подумала, что агрессия существ может быть следствием разрушения их среды обитания. Внезапно впереди раздался треск, и группа остановилась. Из-за деревьев показалось еще больше существ, организованных в нечто вроде группы. Все они смотрели в одном направлении. Доктор Хан и ее команда замерли, осознавая, что, вероятно, нарушили границы, о которых не имели представления. Это стало началом нового кошмара. Существа начали двигаться к ним. Доктор Хан почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она вспомнила о ритуалах местных жителей, которые пытались успокоить духов леса, и осознала, что агрессия существ могла быть реакцией на нашествие людей на их территорию. Споры в команде вспыхнули. Одни считали, что нужно установить контакт, другие, что лучше бежать. Но решение стало неактуальным, когда одно из существ шагнуло вперед, остановившись и уставившись на доктора Хан. Она подняла зелье и произнесла слова, которые выучила из древних текстов, пытаясь донести до существ, что они не враги. Существа замерли, не зная, как реагировать. Один из них, самый крупный, подошел ближе. Его глаза сверкали, и доктор Хан почувствовала страх, но в то же время и надежду. Она продолжала говорить, объясняя, что они исследователи, а не охотники. Неожиданно внимание существ переключилось на звуки из глубины леса. Шум становился все громче, и вскоре они увидели, как другие существа, вооруженные орудиями охоты, начали проявляться. Это было проявлением агрессии, и доктор Хан поняла, что конфликты между группами существ уже начались. Она поняла, что причина агрессивного поведения заключалась не только в защите своей территории, но и в борьбе за ресурсы. Каждое создание в лесу страдало от последствий изменения окружающей среды. С каждым новым открытием исследователи осознавали, что тайна Аэри заключалась не только в хищниках, но и в сложной экосистеме, где каждое действие могло вызвать цепную реакцию. В момент, когда конфликт назревал, доктор Хан осталась единственным связующим звеном между двумя мирами. В ее руках держалась судьба не только ее команды, но и существ, которые искали свою истинную природу. Теперь они стояли на грани возможности — либо разрушить, либо построить мост между мирами, которых разделяло непонимание и страх. В этот критический момент ей предстояло сделать выбор, который определит судьбу всех. Доктор Хан стояла перед существами, осознавая, что их действия могли изменить ход событий в этом лесу. Она произнесла слова, которые выучила, и, подняв зелье, попыталась установить контакт, показывая, что они не враги. Существа напряглись, замерли, осознавая важность момента. Внезапно одно из существ, самое крупное, сделало шаг к ней и принюхалось к смеси. Доктор Хан замерла, надеясь на понимание. За ее спиной собралась команда, готовая к любому исходу. Напряжение росло, но она продолжала говорить, объясняя, что они пришли не с намерением разрушить, а с желанием понять. Существо, похоже, уловило ее искренние намерения, и в этот момент дикие крики других созданий из леса заставили всех замереть в ожидании. Шум усилился, и с одной стороны из-за деревьев показалась группа существ с явно агрессивным настроением. Доктор Хан осознала, что конфликт между группами уже начался. Если бой произойдет, это может погубить не только их команду, но и существа, которые искали свое место в этом мире. Она сделала решительный шаг вперед и начала произносить успокаивающие слова. Говорила о необходимости сотрудничества, о том, что все существа зависят друг от друга и что борьба приведет к взаимным потерям. Волнение охватило команду, но затянувшаяся тишина вокруг существ заставила всех остановиться и прислушаться. Существа, которые казались готовыми к столкновению, начали медленно отступать. Один из них, основной лидер, повернулся к остальным и, казалось, стал обсуждать происходящее. Доктор Хан не могла поверить своим глазам, когда увидела, как напряжение в воздухе постепенно стало ослабевать. Осознание возможности наладить контакт дало команде новый импульс. Они объяснили, что намерения их добрые и что они хотят помочь сохранить экосистему леса. Лидеры существ, видимо, поняли, что угроза со стороны людей не является постоянной, и в их глазах мелькнула искра понимания. Другие исследователи начали записывать происходящее, фиксируя каждый момент. Это стало поворотным моментом, который мог изменить не только их судьбы, но и будущее региона. Вскоре было принято решение о создании охраняемой зоны, где люди и существа могли бы сосуществовать.
Команда вернулась в лагерь, полной решимости донести новую информацию до мира. Они начали разрабатывать планы по защите леса, чтобы избежать дальнейших конфликтов и восстановить баланс в экосистеме. Это стал не просто исследовательский проект, а реальная миссия по спасению уникальной экосистемы, которая была на грани разрушения. Лес, когда-то наполненный агрессией и страхом, постепенно начал восстанавливаться. Благодаря усилиям исследователей и существ они нашли способ сосуществовать мирно. Каждый шаг вперед стал напоминанием о том, что даже самые сложные конфликты могут быть разрешены, когда есть желание понять и уважать друг друга. Эти события оставили заметный след в памяти исследователей и местных жителей. Теперь лес стал символом надежды, местом, где люди и существа работают вместе, чтобы сохранить общее будущее. Доктор Хан осознала, что их действия изменили не только их судьбу, но и судьбу целого региона, подчеркивая, что каждое существо имеет право на жизнь и место под солнцем.